Глава 236. Полная экспансия. Торговое чудо еще не прошло сквозь бурю. За 100 лет развитие 4 великих семей шло гладко, и этому была причина, но теперь, когда все рухнуло, это затронуло интересы некоторых людей. К тому же, несколько десятков тысяч погибших в центральном городе были обычными жертвами из обычного города, а центральный город был столицей, так что для страны Южного Лета это стало серьезной проблемой. Поглотив 3 великие семьи, торговое чудо стали монополистами городской власти. Согласится ли король Южного Лета и 3 правителя Южного Лета с широким влиянием торгового чуда, это чутеня не волновало. Неважно, что произошло в имперском городе, бегство было бы худшим сценарием. Теперь, когда они получили ресурсы и богатство 3 великих семей и морское превосходство банды огромной акулы, они везде могли бы быстро достичь расцвета, они не зависели от других, единственный способ стать сильным — заставить других бояться и уважать вас, чутяню следовало устранить ненужное влияние в центральном государстве и, вложив в секту Юнь больше технологий, увеличить силу торгового чуда и спровоцировать другой ход. Конечно же, важна была и личная сила человека, поэтому Чутянь, совершив набег на поместье 3 великих семей, тут же приготовил материалы для создания святых таблеток. В будущем Чутянь достигнет пика 4-го уровня пробужденной души, молодая госпожа, Мэн Ин, Линь Му, Фан Хань и остальные станут культиваторами царства пробужденной души. Столкновение в центральном городе оказало на жизнь меньше влияния, чем думали люди. Торговое чудо не только вернуло городу оживленность, но и привнесло в его жизнь еще больше спокойствия. Давление 4 великих семей больше не существовало, угнетатели потерпели поражение. Их сменила сила, полная всеобъемлющей жизненной энергии, торговое чудо не посягало на интересы других семей, вместо этого они сотрудничали с этими семьями, чтобы не упускать беспроигрышных ситуаций. Доход и уровень жизни в центральном городе, находящемся под монополией торгового чуда, лишь росли. Экономический потенциал торгового чуда оказался намного выше, чем у 4 великих семей, поэтому граждане центрального города не выступали против торгового чуда. Врагов не было. Это позволило Чутяню расслабиться. Пришла Мэн Цин с докладом о ходе работы. Теперь торговое чудо владеет десятками полей, заводов, исследовательских центров, испытательных полигонов и дадзё. Силы центрального государства выразили желание с нами сотрудничать. Всего за несколько дней торговое чудо из компании, которой не хватало линий поставки, превратилось в компанию с множеством линий поставок от лампочек и батарей до консервов, радио и фонографов. Поставки уже не были проблемой, и торговому чуду оставалось лишь открыть рынок как можно скорее. Теперь, когда 3 великие семьи рухнули, у торгового чуда появилось много ресурсов и повысилась производительность, а сотрудничать с ними хотели все семьи. Если бы они хотели охватить всю страну Южного Лета, они бы легко добились этой цели, что уж говорить о центральном государстве. Центральное государство быстро превратилось для торгового чуда в крупнейший канал поставок. Торговому чуду недостаточно местных клиентов, поэтому мы охватим страну Южного Лета, а потом и другие страны, после чего наконец-то дойдем до других рас, уверенным тоном произнес Чутянь, но нехватка все же осталась. Надо, чтобы фабрики заработали как можно быстрее и как можно раньше. Продолжая покупать новые фабрики и сотрудничать с другими заводами, Мэн Цин Уй подумать не могла, что торговое чудо будет так быстро развиваться. Набрав влияние в городе Южного Неба, став крупным игроком в центральном городе, Чутянь полностью подчинил центральный город. Неожиданно Чутянь встал. Пойдем, посмотрим на исследовательский центр. В исследовательских лабораториях секты Юнь было уже больше 500 ученых. Их распределили по отделам: энергетические талисманы, алхимия, культивация, источники энергии, механические источники энергии. Самыми важными были источники энергии. В секте Юнь насчитывалось больше 500 ученых, и примерно 400 находились в отделе по исследованиям источников энергии, который возглавлял Юнь Тяньхэ. Отделы талисманов и алхимии отвечали за создание новых талисманов и лекарств. Их возглавляли Сюн Тянь-Янь и Джан Ли Цин. Чутянь предоставил им на изучение много рецептов. Талисманы и лекарства были обычной продукцией, но все равно приносили много денег. Отдел культивации отвечал за переработку древних культивационных техник. Его возглавляла Чэнь Бин Юй, ведь она была фанатиком боевых искусств и очень интересовалась работой отдела. Очень важен был отдел источников энергии. Чутянь захватил большую часть шахт центрального государства, а теперь даже тайно отправлял людей, чтобы те выкупили шахты кристаллической нефти, разбросанные по стране Южного Лета. Кристаллическая нефть была основным ресурсом их технологии, но многие не знали ее ценности, поэтому Чутянь хотел заполучить шахты, пока никто не обратил на них внимания. Отдел источников энергии изучал батареи, изучая, какие батареи использовать в разных ситуациях. Источник энергии был тайной. Поэтому Чутянь мог доверить контроль лишь самому доверенному лицу. Этот отдел возглавляла молодая госпожа. Механические источники энергии были особенными. Пока этот отдел не играл серьезной роли и даже считался бесполезным, но его ожидала большая ценность.
Технологическое ядро торгового чуда становилось лишь сложнее, и чтобы собрать его, нужна была хорошая команда механиков, отвечала за этот отдел Тун Ся Юй, гений механики из центрального города. В основном, отдел отвечал за проектирование механизмов и изучение их функций. В стране Южного Лета исследовательский институт с 500 служащих считался довольно большим, Чутянь не боялся, что ученых станет слишком много. Торговое чудо могло нанять их всех. Он боялся, что ученых окажется недостаточно. Войдя, Чутянь спросила: «Ты добился успехов, старейшина Юнь?» «Конечно». Взволнованно отозвался Юнь Тяньхэ, завидев Чутяня. «Пойдемте со мной». В тайной комнате располагалась небольшая магнитная звуковая вышка, с обеих сторон которой висели темные механизмы. С гордостью посмотрев на нее, Юнь Тяньхэ произнес: «Это средство связи, которое мы создали». Мэн Цин удивленно спросила: «Вы успели за те несколько дней, что я отсутствовала?» Юнь Тяньхэ рассмеялся. На самом деле, никаких проблем не было, ведь президент подготовил базовые технологии. Проведя 1000 тестов и больше 200 корректировок, мы выбрали частоту, подходящую для коммуникации, и стабилизировали ее. Чутянь сказал Мэн Цину: «Давай, попробуй». Заинтересовавшись, Мэн Цин подошла к одному из преемников. Средство связи представляло собой коробку, накрытую источником энергии. В центре средства был круг с прикрепленной стрелкой и цифрами. Для чего эти цифры? Как разные устройства могут взаимодействовать? Тщательно все обсудив, мы придумали этот механизм, сказал Юнь Тяньхэ и указал на цифры. У разных устройств разные номера, и ты можешь набрать серийный номер. Сигнал отправится на магнитную звуковую вышку, которая создаст в магнитном поле вышки канал связи. Это было несколько сложно. Чутянь многому научил Мэн Цину, однако к этой технологии она адаптироваться не могла. Юнь Тяньхэ указал на номер, написанный на устройстве, его серийный номер 001, а у президента 000. Просто набери номер средства связи другого человека, и вас соединят. Это и правда было таинственно. Мэн Цин 3 раза указала стрелкой на 0. Источник энергии загорелся, высвободив энергию. В тот же миг загорелось устройство Чутяня. Мэн Цин сказала в устройство: «Ты слышишь меня? Ты слышишь меня?» Зашумело устройство Чутяня. Вышка исказила сигнал, потому что он прошел через нее дважды, но все же передал его. Магнитную звуковую вышку можно было использовать не только для отправки радиосигналов, но и в качестве ретранслятора. Ты действительно это сделал. Это великое изобретение. Мэн Цин нашла его невероятным. Как изменится жизнь людей, если они продвинут его на рынок? Чутянь остался недоволен устройством. Оно еще не готово, улучшать надо еще много. Звук должен быть чистым, надо исправить источник энергии на магнитной вышке. Нет возможности отклонить вызов, что может принести пользователю проблемы. Нужно понять, как пользователь принимает звонки. Чутянь высказал мнение, в котором было много важного. Юнь Тяньхэ кивнул: «Дай мне 2 недели, и я создам идеальный коммуникатор». Чутянь создал основной механизм магнитной звуковой вышки. Об остальных деталях Чутянь не беспокоился. Во-первых, это было слишком хлопотно. Во-вторых, Чутянь должен был обучить исследовательскую команду. Нам удалось не только создать коммуникатор, но и объединить радио с фонографом в устройство, обладающее их функциями. Еще мы закончили с технологией переключения частот. Юнь Тяньхэ и подумать не мог, что новая технология принесет им столько прорывов. Скоро начнутся трансляции торгового чуда. Мэн Цин взволновалась. Как торговое чудо, обладая такой технологией, может не подняться? В центральный город приезжают мэры и послы из других стран, которые хотят заключить с нами договор. Они надеются, что мы построим в их регионах магнитные вышки и будем вести локальные трансляции. Чутянь спросил: «Что ты об этом думаешь?» Рано или поздно торговое чудо этим займется, но пока это будет нелегко. Нахмурилась Мэн Цину. Надо создать команду для работы на радиостанциях. Это трудоемкое дело, а команда нужна большая. Предотвратить утечку технологий будет сложно, так что пока я не согласна. Верно мыслишь, задумался Чутянь. Есть способ, при котором нужна лишь одна команда. Она будет находиться в центральном городе и вести трансляции на все королевства. Что? Как это возможно? Юнь Тяньхэ и Мэн Цин уставились на него. Магнитная вышка была совершенным изобретением, но у нее был единственный недостаток. Она могла вещать лишь в пределах своего магнитного поля. Чтобы полностью покрыть большой город, нужно было несколько вышек. Обычно между 2 городами было около 1000 миль. Если они хотят, чтобы магнитное поле охватило всю страну, им придется построить больше 1 000 000 магнитных вышек. Сейчас это было невозможно. Более того, в дикой природе обитали демонические звери. Если они разрушат хотя бы одну башню, сигнал пропадет. Заметив их сомнения, Чутянь произнес: «Конечно, мы не воспользуемся способом, о котором вы думаете. Просто нам нужен новый материал,
ультраволновой кристалл. Мы можем начать строить вышки в других городах, а когда мы найдем этот кристалл, мы сможем покрыть весь континент. Что касается коммуникатора, то мы сможем связываться с другими государствами. Общение с другими государствами — это идеальный метод, позволяющий общаться на большом расстоянии. Сколько богатства и престижа он принесет торговому чуд? Задействуйте все каналы, чтобы найти кристалл как можно скорее. Как только найдете, сообщите мне, сказал Чутянь и добавил, секта Юнь развивается быстрее, чем я ожидал. Компьютер будет не так-то прост, поэтому давайте работать над другим проектом, еще один проект. У секты Юнь не было ни минуты покоя, но Юнь Тяньхэ предложение понравилось. Какой проект ты задумал на этот раз? Конечно же, проект, на котором можно заработать, загадочно улыбнулся Чутянь. Какой товар приносит больше всего прибыли? Раньше Мэн Цин без колебаний назвала бы талисманы и лекарства, потому что они приносили немало денег, но торговое чудо, электрические фонари, консервы и другие продукты изменили ее мировоззрение. Чего стоил один только коммуникатор? Я не знаю, Юнь Тяньхэ сказал, не держи нас в неведении. Как мы можем прочесть твои мысли? Есть два товара. Первый — энергия. Второй — оружие, энергия. Оружие, Чутянь объяснил, в будущем вы все поймете. Энергия кроется в кристаллической нефти, и мы должны присвоить ее, пока это не поняли силы континента. А потом мы возьмемся за производство оружия. Хочешь сказать, что торговое чудо наймет оружейников, которые будут в больших количествах создавать оружие? Нам нужны оружейники, однако оружие, о котором я говорю, не похоже на обычное оружие. Чутянь обратился к Мэн Цину, создай в секте Юнь отдел военной промышленности. Инвестируй в отдел оружия и энергии по 1 000 000 золотых монет. Они станут важной частью нашего будущего. Чутянь не был достаточно могущественным, но ему выпала подходящая возможность, у торгового чуда появилась база для создания нового оружия. Правила этого мира гласили, что в почете всегда сила, поэтому истинные исполины должны были опираться на силу. Новое энергетическое оружие продвинут амбиции Чутяня еще дальше. Глава 237. Помогая Альянсу Небес. Когда Чутянь принял решение производить оружие, он стал проводить в исследовательском центре больше времени. Объяснялось это тем, что энергетическое оружие было тайной, его до сих пор не видели даже Юнь Тяньхэ и Мэн Цину. После беспорядков в центральном городе прошло 10 дней. До имперского города новости еще не дошли. Чем медленнее они шли, тем больше времени было у торгового чуда, чтобы приварить ресурсы 3 великих семей. Мэн Цин уже начала внедрять свой бизнес. Что касается предприятий, которыми было неудобно управлять из-за большого расстояния, их доверили деловым партнерам. Словом, вековые запасы семей Чу, Ло и Е израсходовали меньше, чем за 2 недели. Семью Чу признавали лучшей из 4 великих семей. Несмотря на то, что торговое чудо поглотило предприятие семьи Чу, сама семья не исчезла и официально стала называться сектой Чу. Секта Юнь была научно-исследовательским центром, а секта Чу — боевым центром. Знания и боевые искусства работали слаженно. Победив 3 великие семьи, торговое чудо сильно помогло жителям. Под руководством Чутяня Мэн Цин взяла часть ресурсов 3 великих семей и потратила их, предоставив жителям льготы и инвестировав в общественный фонд, чтобы обеспечить в центральном городе бесплатное строительство. Для семей прошлого все это было невозможным. К югу от центрального города располагался небольшой двор, который был штаб-квартирой Альянса Небес. Там жили близнецы Линь Сюань и Линь Фань с сотней членов Альянса. Сегодня Альянс Небес собрался, чтобы обсудить официальное дело. Слушайте все. В оцаревшем зале Линь Фань встал на сломанный стул. В руках он держал потрепанную газету. Голосом, полным волнения, он сказал: торговое чудо дало нищим несколько сотен тысяч консервов. Вчера они отстроили в трущобах дома, а сегодня объявили, что помогут жителям оставаться здоровыми, обеспечив им бесплатную медицину. Дело не только в этом. Взволнованно добавила Линь Сюань, стоящая рядом с Линь Фанем. Говорят, в рамках подготовки к созданию благотворительного фонда для талантливых молодых культиваторов торговое чудо произведет столько товаров, что общая стоимость составит 200 миллионов золотых монет. Для нас это самое настоящее благословение. Да здравствует! Да здравствует наш идол! Да здравствует торговое чудо! Молодая кровь кипела от гордости и возбуждения. В эру, которая выше всего ценила иерархию, торговое чудо оказалось истинным пионером. Ни одна семья или сила не создавала благотворительный фонд для помощи детям из бедных семей. Но Чутянь это сделал. Это сделало торговое чудо целых 200 миллионов золотых монет. Какая огромная сумма! В Альянсе Небес было больше 500 человек, и всем было меньше 20. Здесь были дети бедняков и молодые мастера из богатых семей.
Поклонники Чутеня были разбросаны по всем социальным уровням. Конечно же, большинство было молодыми. Близнецы Линь, культиваторы самого низшего класса в центральном городе, не могли набирать людей из высших классов. Но эта команда была очень молодой и радикальной, у нее был большой потенциал. Она привлекла внимание многих бизнесменов, все желали поддержать их организацию или купить ее. Они называли такие цены, что сопротивляться было трудно. Но близнецы пренебрегали искушением и отвергали все предложения. Они были бедны, но у них все же была гордость. Альянс Небес был организацией людей со схожими интересами. Некоторым нравилось оружие, и они создавали альянс оружейников. Некоторым нравилась медицина, и они создавали альянс врачей. Альянс Небес ничем от таких объединений не отличался. Это были пылкие молодые люди, наполненные мечтами. Они считали Чутеня идолом, вдохновляли друг друга и вместе учились и развивались. И все ради того, чтобы увидеть прогресс Чутеня и расцвет чудесной эры. Если бы эта священная вера продалась, все было бы кончено. Альянс Небес не позволял деньгам очернить их. До того, как в центральном государстве начались беспорядки, Альянс Небес часто рассказывали беднякам о Чутяне и торговом чуде, чтобы о взлете торгового чуда узнало как можно больше людей. Когда беспорядки в центральном государстве закончились, близнецы Линь и несколько сотен Альянса Небес упорно трудились, чтобы успокоить массы, и патрулировали улицы, создавая торговому чуду положительный имидж. Торговое чудо крупно вложилось в центральный город, мы должны сообщить об этом всем. Верно. Миссия заключается в том, что мы разделимся на 10 групп и отправимся в трущобы, чтобы донести новости до людей, которые не могут позволить себе газеты, чтобы они знали, что есть шанс изменить судьбу. Многие члены Альянса Небес были бедняками, поэтому хорошо их понимали. Члены низшего класса всех городов не заботились о новостях. Эти люди боялись тратить даже 1 медяк, как они могли покупать газеты. Жизнь эти люди вели очень изолированную и жили сообща. Вот почему их приходилось активно оповещать, торговое чудо было могущественным, однако людей у них было недостаточно. Альянс Небес хотел сделать для торгового чуда все, что было в их силах. Они хотели, чтобы благотворительностью торгового чуда воспользовались все. Когда близнецы Линь раздали указания, все приготовились расходиться. Старший брат, старшая сестра. Снаружи много роскошных экипажей. В дом вошел просто одетый юноша, лицо которого было усыпано веснушками. Линь Сюань и Линь Фань переглянулись. Возможно, это был очередной купец, не потерявший надежды. Это их отталкивало. Они уже не раз говорили, что Альянс Небес не продается. Но обижать влиятельных богачей было нельзя. Им приходилось подавлять гнев и приветствовать их. Снаружи стояло 5 экипажей, запряженных зверями. Из экипажа, запряженного белым носорогом, вышла девушка, которая была даже младше близнецов Линь. Ух ты, какая прекрасная девушка, чуть глаза из орбит не выскочили. Волосы девушки были собраны в хвост, а зеленая одежда очерчивала 2 округлых пика. Короткая юбка подчеркивала худую талию и открывала пару нефритово-белых ног. Фигура ее была очень худой и стройной, что придавало ей энергичный вид. Рядом с ней стояли 2 юноши, одетые в мундир наемников подземелья. Неужели это наемники торгового чуда? Они из торгового чуда, у Линь Сюань и Линь Фаня отвисли челюсти. Вы, госпожа Мэн Ин. Да, это я. Нежно улыбнулась Мэн Ин. Старшая сестра захотела, чтобы я вас посетила, президент Мэн Цину. Взволнованно подпрыгнула Линь Сюань. Президент Мэн Цин узнает о нас. Да. Старшая сестра обратила на вас внимание еще в городе Южного Неба. Торговое чудо знает обо всем, что вы сделали за последние несколько месяцев. Старшая сестра не раз вас хвалила. Отстраненная богиня Мэн Цин обратила внимание на их скромную организацию и даже похвалила их. Правда, огромная корпорация, торговое чудо, на самом деле заботилась о таком крошечном альянсе. Мэн Ин видела, что члены Альянса Небес неудержимо краснеют. Она слабо улыбнулась. Старшая сестра хотела приехать лично, но в последнее время она слишком занята и не может приехать. Она приказала приехать мне. Надеюсь, вы не против. Близнецы Линь взволнованно сказали: для нас большая честь даже то, что президент знает о нас. Не говорите так, ребята, вы ведь выдающиеся. Вы произвели на старшую сестру хорошее впечатление, так что продолжайте в том же духе, сказала Мэн и добавила: старший Му, старший Хань, почему вы до сих пор не вынесли подарки? Линь Му и Фань Хань вышли вперед. Членов Альянса Небес переполняло волнение. Они узнали в них наемников подземелья, но не ожидали, что это окажутся сами лидеры. Эти двое были экспертами царства прославленной души, которых тренировал их идол Чутянь. Мэн Ин открыла коробку. Здесь таблетки и диски, есть большой фонограф и большое радио.
Еще мы привезли 10 переносных магнитных записывающих устройств. Радио и записывающие устройства на 3 года подключены к каналу зала Целинь. Надеемся, это пригодится для вашей культивации. Радио, фонограф и новейшие записывающие устройства были драгоценными изобретениями торгового чуда. Мы вручили подарок, а теперь нам пора ехать. Надеюсь, ребята, вы и дальше будете работать, засучив рукава, когда наемники поставили коробку на землю. У Мэнин больше не было причин оставаться, поэтому она села в экипаж. Линь Фань и Линь Сюань еще не пришли в себя, а другие культиваторы с нетерпением открыли коробку. Они увидели бутылки с драгоценными таблетками. Это были таблетки высокого качества, которые могли помочь в культивации. Там было несколько десятков таблеток очищения ЦИ и больше 20 дисков зала Целинь, где описывалась целая серия техник. Для них это все было крайне полезным. Это магнитные записывающие устройства. Наверняка. Новое изобретение торгового чуда. В коробке было 10 серебристо-белых предметов размером с тарелку, на которых была черная антенна из магнитного звукового камня. На них было по несколько кнопок, которые позволяли переключать станции и воспроизводить диски. Как члены Альянса Небес могли не знать о новом продукте торгового чуда, магнитное записывающее устройство было новейшим медианосителем от торгового чуда, который сочетал функции радио и фонографа. Он был меньше и легче. Качество звука и возможность ловить сигнал были хуже, чем у радио и фонографа, но его можно было носить с собой. В ближайшие 10 дней торговое чудо планировало продать 200 тысяч экземпляров. Записывающие устройства были очень дешевыми и стоили от 500 до 2000 золотых монет. Большинство представителей среднего класса центрального города могли их себе позволить. Торговое чудо продавало их по такой дешевой цене, потому торговое чудо хотело заработать не на продажах, а на прослушивании каналов. Каждой частоте отводилась особая техника обработки. Эти каналы нельзя было слушать на обычном радио. Потратив немного денег, чтобы раскодировать эту частоту, можно было слушать канал на портативном радио или записывающем устройстве. Самым дорогим был канал зала Целинь. Там вещали лишь о базовых культивационных техниках, однако его прослушивание стоило 10 тысяч золотых монет. Эта молодежь нуждалась в хорошем учителе. Мэнин приказала дать им то, что им нужно было прямо сейчас. Члены Альянса Небес и подумать не могли, что небольшая организация вроде их может привлечь внимание такого крупного игрока, как торговое чудо. Этого было достаточно, чтобы оказать им честь. Глава 238. Королевское воззвание. Старшая сестра, докладываю. Вернулась в штаб-квартиру Мэн-Ин. Я передала вещи, как ты и приказывала, и они очень обрадовались. Но мне кое-что интересно. Чтобы помочь их культивации, ты передала таблетки и записывающие устройства, так почему бы не дать им финансирование? Кажется, у них не очень-то много денег, Мэн сыну покачала головой. Ин, ты должна понять, что у всего есть предел, Мэн-Ин не понимала. Раз они помогают другим, нужно идти до конца. Торговое чудо легко могло дать 2-3 миллиона. Мэн Цин-У не собиралась ничего ей объяснять. Старшая Цин-У. Вмешалась встревоженная Фэн Цайды. У меня новости. Вернулся мой отец, и с ним особый посланник имперского города. Возможно, их отправили сюда, чтобы расследовать беспорядки в центральном государстве. Что, имперский город кого-то послал, две сестры не могли не забеспокоиться. Какой у посланника имперского города статус? Я не знаю, Мэн Цину беспокоило, что человек, посланный имперским городом, может оказаться из семьи Шангуань. Чу Тянь уже оскорбил семью Шангуань. И ладно бы, если бы он покалечил только старейшину, но в громовом государстве он покалечил преемника маркиза Запада. Для семьи Шангуань маркиз Запада был важным родственником. Это определенно не может быть человек из семьи Шангуань, иначе неизвестно, как будет развиваться ситуация. Мэн Цин-У отправила Мэн Ин в секту Юнь, чтобы Чу Тянь поскорее вернулся. Узнав, что прибыл посланник имперского города, Чу Тянь слегка нахмурил брови. Центральное государство уже принадлежало торговому чуду, а торговое чудо заручилось поддержкой граждан. Если имперский город захочет вытеснить торговое чудо, это будет очень трудно. Здесь маркиз Божественного Ветра. Здесь Нангунь Чжи, посланник имперского города, вошли ученый средних лет, одетый в синюю мантию, и мужчина средних лет в красной броне. Посланник семьи Наньгун, Фэн Цай, да не скрывал радости, Чу Тянь, Мэн Цин-У и Мэн Ин были официальными гостями семьи Наньгун. Наньгун Юнь была гением семьи Наньгун. Она была частью семьи, и это должно было облегчить ситуацию. Чу Тянь и Мэн Цин-У насторожились, потому что понимали, насколько семья Наньгун разобщена. Иначе Наньгун Юнь с ее врожденным талантом и силами получала бы надлежащее обучение.
Дело было даже не в этом, а в том, что отца и дочь отправили в отдаленный город Южного неба. Было ясно, что дочь и отец подвергались остракизму. Официальными гостями семьи Наньгуна они стали, когда старейшиной стал Наньгун, значит, статус большого веса не имел, и воспользоваться им будет трудно. «Кто из вас Чутянь?» — важно спросил Наньгун Чжи. «Встань». Тон его был крайне недружелюбным. Чутянь нахмурился. Он не понимал, что происходит, и не хотел без причины оскорблять семью Наньгун. Сложив ладони, он поклонился. «Это я. Приветствую, особый посланник». Заносчивый Чутянь. Резко прищурился Наньгун Чжи. Причина беспорядков в центральном городе и уничтожения 3 великих семей, десятков тысяч жертв, рек крови и разрушения нации. Гораздо непростительнее то, что твои солдаты окружили дворец мэра и отнеслись к нему, как к пустому месту. Твое преступление непростительно. Чутянь рассмеялся. И как же королевство со мной справится? Наньгун Чжи фыркнул. Принесите королевское воззвание. С почтением открыв фиолетово-золотистый ящик, он достал светящийся золотой свиток. Он был ее красивее, чем приказ безмольного правителя. Наньгун Чжи громко выкрикнул: «Почему ты не опустился на колени перед королевским воззванием?» Чутянь продолжал стоять. «Черт побери, я не преклонял колени даже перед демоническим богом. С чем бы мне вставать на колени перед жалким королем Южного лета?» Одного приказа безмольного правителя было достаточно, чтобы уничтожить целую семью. Если они оскорбят короля, последствия будут куда более суровыми. Посланник Наньгун, маркиз Божественного Ветра, хорошо знал характер Чутяня. Чутянь — известный ученый центрального государства, знания которого превосходят даже знания Юнь Тяньхэ. Согласно законам страны, известным ученым можно не вставать перед королем на колени. Ученый? Что за бред, как его можно считать ученым? Рассмеялся Наньгун Чжи. Ладно, раз за тебя заступился маркиз Божественного Ветра, сделай вид, что ты не совершал преступления против короля. Наньгун Чжи не ставил Чутяня ни во что. Королевское воззвание. Беспорядки в центральном государстве привели к десяткам тысяч жертв, пролили реки крови, шокировали страну Южного лета и породили суматоху, которой не было вот уже век. Чутянь из центрального государства привел в город мятежников с озера 4 государств, вмешался в конкуренцию семей, посадил в тюрьму мэра, взял под командование штормовую кавалерию и, не отчитавшись перед имперским городом, присвоил имущество 3 великих семей. Все эти действия нарушают законы страны Южного лета и заслуживают серьезного наказания. Лица сестер Мэн уродливо искривились. Должно быть, в имперском городе нашлись свидетели, которые исказили факты. Они не упомянули причину и следствие, они просто хотели заманить Чутяня в смертельную ловушку. Однако Чутянь уничтожил в громовом государстве демона и спас граждан громового государства. Это серьезная заслуга. Прежде чем раздать награды и наказания, особый посланник Наньгун Чжи проведет расследование. Центральное государство обязано сотрудничать со следствием. Так закончилось королевское воззвание. В имперском городе были маркиз Божественного Ветра и маркиз Золотой Стрелы, и когда до имперского города дошли новости, они вступились за Чутяня, поэтому король Южного лета решил не наказывать и не награждать Чутяня. Все зависело от расследования. От посланника имперского города, Наньгун Чжи, зависело, накажут его или вознаградят. Маркиз Божественного Ветра обратился к посланнику. «Должно быть, господин посланник устал в дороге, так что я лично устрою банкет, чтобы вы отдохнули». Так или иначе, расследование пройдет спокойно. Что ж, придется вас побеспокоить, сказал Наньгун Чжи и вышел из зала. Мэн Ин возмущенно вскочила. Это несправедливо. Король Южного лета несправедлив. Чутянь спас громовое государство, а беспорядки в центральном государстве начали 3 великие семьи, мы просто защищались. Можно ли нас винить? Король Южного лета не наградил нас и прислал этого пугающего посланника. Разве он не смотрит на нас свысока? Мэн Цин беспомощно покачала головой. «Говори тише, Ин. Посланник может тебя услышать. Я уже слышал о случившемся», — покачал головой маркиз Божественного Ветра. «Все произошло слишком быстро, и хорошо, что я был в имперском городе, иначе бы они тебя убили». В имперском городе сложилась опасная ситуация. Семья Шангуань явно хотела с ними расправиться. Я упорно старался не допустить, чтобы к нам прислали члена семьи Шангуань. Наньгун Чжи — важный человек, поэтому вы должны удовлетворять любые его просьбы. Судя по тону маркиза Божественного Ветра, ситуация была более серьезной, чем они думали. У вас нет союзников в имперском городе, и если вы оскорбите семью Наньгун, развиваться дальше будет тяжело. Чутянь не обратил внимания на мягкое замечание маркиза Божественного Ветра. Когда меня интересовали действия этих лакеев, Наньгун Чжи пытался продемонстрировать Чутяню свой авторитет, чтобы тот испытал страх. И ему советовали закрыть на это глаза.
Что за ерунда? С Чутянем было тяжело справиться, маркиз не знал, о чем думает Чутянь, лучше готовьтесь. Сегодня вечером вы должны быть на банкете, приведите Наньгун Юнь. Возможно, тот факт, что семья Наньгун как-то связана с торговым чудом, немного вам поможет. Чутянь не хотел даже знать так называемого посланника, потому что не знал, что за муха его укусила. Узнав, что прибыл член ее семьи, Наньгун Юнь вскинула брови. Она не питала к своей семье хороших чувств, потому что они произвели на нее скверное впечатление. Ее отец всегда держался в стороне от семьи, а когда раскрылся удивительный талант Наньгун Юнь, он навлек на нее лишь зависть и давление. Много лет назад Наньгун и отправили в город Южного Неба, чтобы он стал мэром, а молодой Наньгун Юнь отправили в провинцию. В городе Южного Неба было не очень много ресурсов, так что ее культивация продвигалась очень медленно, однако в центральном городе она наконец стала счастливой и обрела право выбора. Она не стала бы возвращаться, даже если бы ей предложили обучение. Чутянь утешил Наньгун Юнь: «Не бойся, я с тобой». «Верно, с тобой еще и я, Ин». Вызвалась Мэн Ин. «Если семья Наньгун начнет тебя запугивать, ради тебя я их отделаю». Мэн Цину пыталась их сдержать. «Успокойтесь, Наньгун Чжи — старший старейшина семьи Наньгун, а все старшие старейшины 3 великих семей — культиваторы царства истинной души. Разве вы не видели, что его уважает даже маркиз Божественного Ветра?» Мэн Ин возразила: «Ну и что с того, что он культиватор царства истинной души? Разве раньше мы таких не побеждали? Удаленные великие старейшины великих семей были культиваторами царства истинной души». Мэн Цину вздохнула. «Это совсем другое. За Наньгун Чжи стоит семья Наньгун. И даже король Южного Лета. Не стоит ломать голову, Чутянь не торопился, вам просто нужно вечером посетить банкет. Едите и пейте, а об остальном позабочусь я». Когда наступила ночь, они отправились во дворец мэра. Первое, что сделал маркиз Божественного Ветра по возвращении, так это сместил Фэн Юнь Луна с должности мэра и занял его пост. Маркиз Божественного Ветра видел, что молодое поколение семей не смогло справиться с мэром, и это погрузило центральное государство в хаос. Начался банкет. Когда Наньгун Чжи увидел Наньгун Юнь, его глаза странно сверкнули, не ожидал, что встречу здесь кого-то из молодого поколения семьи Наньгун. У Наньгун и был потенциал, поэтому семья отправила его сюда, чтобы он набрался опыта. «Думаю, он не жалуется», — вскинув брови, Наньгун Юнь сказала. «Отец уже привык к жизни в центральном государстве, отлично». Удовлетворенно кивнул Наньгун Чжи. У Наньгун и зоркий глаз, ему повезло, что он первым начал сотрудничать с торговым чудом. 2 президента торгового чуда, еще и официальные гости семьи Наньгун. Естественно, семья о вас позаботится, все потеряли дар речи. Почему Наньгун Чжи вдруг изменил своему характеру, он стал мягче? Не совсем так, это был всего лишь метод кнута и пряника. Сначала он продемонстрировал свою власть, а потом, успокоив торговое чудо, собирался проглотить их. На этот раз торговое чудо устроило немало неприятностей. «Хоть вы связаны с семьей Наньгун, я приехал в центральное государство с королевским воззванием. Надеюсь, вы понимаете, что личные обстоятельства никак не повлияют на расследование», Наньгун Чжи говорил это с видом праведника. Чутянь мягко спросил: «Тогда в чем смысл королевского воззвания?» «Я уже выяснил причину беспорядков, и это была гибель 3 великих семей, не имеющая к вам никакого отношения. Но торговое чудо тайно присвоило ресурсы 3 великих семей, и это вызвало недовольство многих важных лиц имперского города. Как другие старые семьи могут принять, что центральным городом теперь управляет одна семья?» Сказав это, Наньгун Юнь сделал паузу и продолжил: «Что ж, у меня есть план. Если вы хотите выжить, то торговое чудо должно стать бизнесом семьи Наньгун, которая и предоставит вам безопасность». Мэн Цин У и остальные изменились в лице. Чтобы достичь нынешнего успеха, торговое чудо упорно трудилось. И семья Наньгун решила просто так их поглотить. Чутянь безо всяких эмоций спросил: «Мы потеряем торговое чудо, и у нас ничего не останется?» «Можете быть уверены», — произнес Наньгун Чжи, «маркиз, управляющий пламенем, даст вам статус официального гостя и порекомендует вас министру иностранных дел, который находится на том же уровне, что старший старейшина. Проработав в семье Наньгун 10 лет, вы получите должность министра, а ведь это выше вашей нынешней позиции». «Понимаю», — улыбнулся Чутянь, «это значит, что мы не только отдадим семье Наньгун торговое чудо, но и будем 10 лет на вас батрачить», маркиз Божественного Ветра паник. Жадность семьи Наньгун перешла все границы. Глава 239. Появление энергетического оружия. Из всех главных акционеров 70% акций владел Чутянь, что придавало ему ведущий статус. Кое-что было у сестер Мэн, кое-что у Наньгун Юнь. Хоть у Наньгун Юнь было не так много акций, она была важным членом.
Чем позднее присоединяешься, тем труднее догнать тех, кто уже в деле. Наньгун Юнь развивалась вместе с торговым чудом, так что ее позиция была довольно высокой. Торговое чудо поделилось с семьей Наньгун преимуществами, и маркиз Божественного Ветра решил, что будет лучше, если приедет член семьи Наньгун. Кто мог знать, что все сложатся иначе? Как самонадеянно. Ты не смеешь так со мной говорить. Сердито хлопнул по столу Наньгун Чжи. Многие мечтают стать частью семьи Наньгун. Неужели ты не знаешь, как важен пост министра иностранных дел? К тому же, маркиз, управляющий пламенем, пообещал, что ты станешь министром после 10 лет работы на семью Наньгун. Ты знаешь, как мало людей раньше служили семье Наньгун? Тебе недостаточно поста министра. Министром. Министром иностранных дел. Засмеялся Чутянь. Очень жаль, но даже обещание маркиза, управляющего огнем, не заставит меня продать торговое чудо. Какое нахальство! Наньгун Чжи окутало пламя, возникшее из воздуха. Ты посмела оскорбить правителя, я сделаю из тебя калеку. Калеку. Холодно переспросил Чутянь. Чэнь Бин Юй, покалечь его. Наньгун Чжи был экспертом царства истинной души, но достиг лишь 7-го уровня пробужденной души. Он мог сразиться лишь с 5-м старейшиной Юем, а мог ли с Чэнь Бин Юй? Подождите. Маркиз Божественного Ветра хотел предотвратить несчастье. Но было слишком поздно, потому что Чэнь Бин Юй появилась быстрее, чем он думал. С ее руки волной слетели несколько снежинок. Половину из них маркиз Божественного Ветра заблокировал, но другая половина врезалась в Наньгун Чжи. Ах! Жалко завопил Наньгун Чжи. Его коснулись хрупкие снежинки, и его меридианы заполнила мощная энергия холода, которая их разрушила. Наньгун Чжи сплюнул кровью, смешанной с осколками льда. С бледным лицом он рухнул на землю, на лице читались страх и сожаление. Вот и все, эта женщина уничтожила его меридианы и отняла силы культиватора. Чэнь Бин Юй не была бы такой сильной, если бы не прорвалась. Маркиз Божественного Ветра с потрясенным видом смотрел на нее. Ощутив, как высвободилась ее аура, маркиз оторопел. Она, правда, прорвалась. Теперь Чэнь Бин Юй была на 9-м уровне пробужденной души. Среди 8 маркизов Южного Лета и вышестоящих лиц сложно было найти эксперта, который смог бы с ней совладать. Чэнь Бин Юй стала одной из сильнейших. Ты даже не раскрыл гибель 3 великих семей и уже решил меня обобрать? Подойдя к Наньгун Чжи, Чутянь наступил на него и вылил ему на лицо вино из бокала. «Слушай, отброс, передай кое-что маркизу, управляющему пламенем. Все, кто посмеют вмешаться в дела торгового чуда, погибнут». Наньгун Чжи запаниковал. Ты объявил семье Наньгун войну. Войну? Холодно посмотрела на него Чэнь Бин Юй. Можешь ли ты представлять семью Наньгун? Наньгун Чжи посмотрел на нее и вдруг задрожал. Ты. Чэнь Бин Юй. Чэнь Бин Юй была неразговорчива и скрывалась под черной вуалью, так что Наньгун Чжи не заметил, что она следовала за Чутянем как телохранитель. И, наконец, он узнал ее. Чэнь Бин Юй действительно была связана с семьей Наньгун. Будучи подростком, Чэнь Бин Юй стала помощницей семьи Наньгун, затем официальным гостем, а потом и министром иностранных дел. Она занимала высокое положение, а когда пришло время прорыва, она подала заявление, чтобы оставить семью Наньгун и прорваться. Его подписал сам правитель Пылающего Солнца. Правитель Пылающего Солнца благосклонно смотрел на таланты Чэнь Бин Юй и полагал, что ее достижения достигнут его уровня. Культивационные искусства семьи Наньгун отличались от искусств Чэнь Бин Юй, и если бы она осталась, это бы только навредило ее росту. Правитель Пылающего Солнца не хотел, чтобы пропал такой талант. Покинув семью Наньгун, несколько лет она путешествовала безо всяких успехов. Когда в центральном государстве она встретила маркиза Божественного Ветра, она была немного удрученной. Подружившись с маркизом, она согласилась стать вице-директором Центральной государственной академии. Чэнь Бин Юй была тесно связана с семьей Наньгун. Если бы она не ушла по своей инициативе, ее бы повысили до позиции, которая была выше позиции старейшины. Она прорвалась и стала намного сильнее, чем раньше. Как такая гордая личность могла стать подчиненным Чутяня, невозможно, это было невозможно. Чэнь Бин Юй, семья Наньгун относилась к тебе справедливо, а ты предала ее. Наньгун Юнь, ты член семьи Наньгун, но идешь против семьи и поддерживаешь чужака. Это бунт. Как шумно. Нетерпеливо махнул рукой Чутянь. Врежьте этому отбросу и выбросьте вон. Окружив его, несколько членов торгового чуда принялись его избивать. А потом они выбросили Наньгун Чжи из дворца мэра. Вы об этом пожалеете. Обязательно пожалеете. Доносился из темноты пронзительный крик Наньгун Чжи.
Банкет молчал. Мэн Ин сияла счастьем. Не будь здесь маркиза Божественного Ветра, она бы принялась хвалить Чутеня. Слишком импульсивно. Беспомощно вздохнул маркиз. Не стоило калечить его, даже если вы не согласились с его просьбой. Мэн Цину тоже считала, что они прибрали Наньгун Джи, старший старейшина семьи Наньгун. Боюсь, это оскорбит правителя Пылающего Солнца и маркизов семьи Наньгун. Верно, маркиз, управляющий пламенем, был маркизом семьи Наньгун. Наньгун Джи явно был слугой маркиза, однако оскорбление ничего не значило. С нынешним торговым чудом не мог справиться ни один из 8 маркизов. Однако семьей Наньгун руководил один из правителей. Правитель Пылающего Солнца командовал 8 маркизами. Трудно было представить последствия его недовольства, даже если забыть про правителя Пылающего Солнца. Наньгун Чжи прибыл в центральное государство как королевский посланник, чтобы в соответствии с приказом короля Южного Лета провести расследование. И каков итог? Человек, которого король Южного Лета послал за десятки тысяч миль, проведя в центральном государстве даже меньше дня, стал калекой. Если это дойдет до имперского города, что сделает король Южного Лета? Разве это не будет для него пощечиной? Как можно бросать вызов королю? Это оскорбляло не только 3 правителей, но и короля Южного Лета. Сможет ли центральный город пережить ярость короля? Не нужно беспокоиться. Чутянь даже не волновался. Я найду человека, который в имперском городе за нас заступится. Маркиз Божественного Ветра нахмурил брови. Ты оскорбил семью Шангуань и семью Наньгун, 2 из 3 великих семей. Осталась лишь семья Дунфан, но от вмешательства в наши дела она ничего не выиграет, так что они ничего не будут делать. Не говоря уже о том, что не так-то просто найти человека, допущенного к королю. Потому что они не догадываются, что семья Дунфан вполне подходит для наших нужд. А кандидат, сделав умышленную паузу, Чутянь погрузил всех в тревожное ожидание и добавил. Это будет безмолвный правитель. Каково? Что безмолвный правитель? Чутянь с ума сошел. Семья Дунфан управляет 3 великими семьями, а безмолвный правитель в стране Южного Лета министр номер 1. Если нас поддержит безмолвный правитель, переговоры провели бы, даже если бы мы покалечили маркиза, управляющего пламенем, произнес маркиз Божественного Ветра. Вот только зачем безмолвному правителю заступаться за торговое чудо? В громовом государстве ты сыграл важную роль, но это перекрывает беспорядки в центральном государстве. Я готов отправить безмолвному правителю подарок, сообщил всем Чутянь. Когда он увидит подарок, то непременно встанет на нашу сторону. Он даже лично пригласит торговое чудо в имперский город и проложит ему путь. Разве это возможно? Сейчас подарок в секте Юнь. Идите и посмотрите, если не верите. Чутянь был очень гордым, однако у него всегда был запасной план. Маркиз Божественного Ветра отлично это понимал. Неважно, насколько все загадочно, предсказания Чутяня всегда сбываются. Маркиза Божественного Ветра охватило любопытство. Чего еще не видел безмолвный правитель? Что за подарок может так его задеть? Ему хотелось взглянуть хотя бы одним глазком. Возможно, он приятно удивится. Чутянь привел всех в научно-исследовательский институт секты Юнь, и они вошли в секретную лабораторию. Там был лишь седовласый старец, который что-то изучал. Маркиз. Президент. Почему вы здесь? Чутянь спросил Юнь Тяньхэ. Как дела, старейшина Юнь? Я немного запутался. Юнь Тяньхэ стоял у странного предмета. Как работает энергетическое оружие, которое вы спроектировали? Оружие, энергетическое оружие. Чутянь хотел подарить безмолвному правителю новое оружие. Кажется, до Мэн Цину дошло. Если не понимаешь, не вдавайся в подробности. Чутянь указал на маркиза Божественного Ветра. Пусть оружие сначала осмотрит маркиз, и Юнь Тяньхэ достал из запечатанной кристальной коробки странное оружие и почтительно поставил перед собой. Никогда раньше Мэн Цин У, Мэн Ин и Наньгун Юнь не видели ничего подобного. Этот странный предмет вообще не походил на оружие. Чутянь достал его. Это оружие, копье? Что это за копье? Где его длинная часть? Нахмурила брови Наньгун Юнь. Не обманывай меня. Разве копье не длинное и острое? Копье Чутяня оказалось совсем другим. Предмет размером с ладонь помещался в руку. В держатель была встроена энергетическая батарея на 100 мл. Это был экспериментальный образец, так что выглядел он очень грубо. Посмотрев на уродливое оружие, Мэн Цин У вдруг ощутила головную боль, и на нее нахлынули воспоминания. В древние времена существовала раса гномов, которая создавала ручные кристаллические устройства, способные порождать высокоэнергетические кристаллические шипы, наполненные мощью. Твое копье похоже на оружие гномов. Маркиз Божественного Ветра и Юнь Тяньхэ с удивлением посмотрели на нее. Чутянь уже привык. Духовный источник Мэн Цин У был особенным. Это был источник, пробуждающий древние знания и воспоминания.
«Совсем нет», — ответил Чутянь. Оружие гномов использовало для создания шипов энергию, хранящуюся внутри оружия. На шипах были деструктивные массивы, повышающие их силу. Это неплохое оружие, но делать его слишком тяжело и дорого. Маркиз Божественного Ветра спросил: «Что делает твое копье?» С виду грубое копье было весьма сложным. Специально созданную энергетическую батарею и дуло соединяли 3 сторон, а энергетические массивы были изображены на 5 местах. Обычный ученый не смог бы придумать такое даже за целую жизнь. Чтобы пользоваться этим пистолетом, не нужны культивационные силы и другие материалы, он опирается только на энергетическую батарею. Он прост в производстве, у него хорошая производительность и неплохие результаты. Чутянь убрал энергетический пистолет. Как бы я ни говорил, вы не сможете понять. Что ж, пойдемте со мной на полигон, и я покажу вам его мощь. Глава 240. Переписывая историю науки. На открытых полигонах секты Юнь располагались металлические мишени. Мишень была сделана из сплава железа с температурой плавления, превышающей 3000 градусов и превосходящей температуру плавления обычных металлов. Оно было в 4 раза тяжелее обычного железа, и чаще всего из него изготовляли доспехи для солдат. Толщина составляла больше 10 сантиметров, примерно в 6 раз толще обычных доспехов и шлемов. Если бы культиватор 3-го уровня пробужденной души не обладал особыми оборонительными техниками, его защита была бы примерно такой же. Чтобы испытать новое оружие, Чутянь специально изготовил эту мишень. Если энергетический пистолет сможет нанести ей урон, значит, оружие Чутяня сможет убить любого солдата и даже ранить культиватора 3-го уровня пробужденной души. Это станет важной вехой в истории великих изобретений. Пожалуйста, отойдите назад, иначе вас заденет. Надев защитные перчатки, Чутянь окружил себя бессмертным звездным телом. В конце концов, пистолет создали лишь недавно, и это был всего лишь тестовый образец. Чутянь не был докой в оружии, и если пистолет взорвется, но он поранит руки, поэтому следовало как лучше защититься. Смотрите внимательно. Подняв энергетический пистолет, Чутянь нацелился на металлическую мишень и спустил курок. Из дула пистолета вырвался ослепительный свет. Всех шокировало, что энергетическая батарея быстро разрядилась. Руны на пистолете загорелись, повернулись несколько массивов, и на волю вырвалась ужасающая сила. У всех перед глазами мелькнула вспышка света. Взрывная мощь полетела к металлической мишени, и на землю рухнуло 5 плавящихся обломков. Центр мишени просто расплавился, все ошеломленно глядели на нее. Мишень, которая была в 6 раз толще обычной брони, вмиг растаяла. Что это за мощь? Железо, плавящееся при 3000 градусов, расплавилось за секунду. Что это за энергия? Шар энергии, вырвавшийся из энергетического пистолета, обладал силой культиватора 4-го уровня пробужденной души. Температура энергии превышала 10 тысяч градусов, все были поражены. Какое могущество! Какое могущество! Мэн Ин, обладавшая цепким умом, пришла в себя первой. Она зааплодировала. «Чутянь, ты должен сделать такой и для меня». Господи! Распахнулись красивые глаза Мэн Цину. Как это возможно? Юнь Тяньхэ счёл его невероятным. Как вы этого достигли? Возможно, оно слишком мощное. Если это оружие пойдет в массовое производство, одна мысль о нем будет вселять в людей страх. Сильнее всех был потрясен маркиз Божественного Ветра. Это не сон. Подошел к разрушенной мишени оцепеневший маркиз Божественного Ветра. Он поднял обломок, не обращая внимания на жар. Ощутив острую боль, он понял, что это не сон. Он смотрел на обломок железа с распахнутыми глазами, словно не мог в это поверить. Проклятие! Почему этот человек не родился на несколько лет раньше? Если бы он родился раньше, страна Южного Лета не потеряла бы на поле боя столько людей. На поле боя погибли все близкие родственники маркиза Божественного Ветра. Духовный зверь убил его старшего брата, младшего брата, отца и даже жену, пожертвовав жизнью. Жена отвлекла духовных зверей и помогла маркизу выжить и одним махом уничтожить армию духовных зверей, за что его и сделали одним из 8 маркизов. Сколько людей мечтали о такой чести, но маркизу Божественного Ветра пришлось заплатить жизнями близких. И честь стала для него лишь тяжким бременем. Именно поэтому маркиз Божественного Ветра, замкнувшись в центральном государстве, вел обычную жизнь и больше. Не искал славы и богатства. Если это оружие попадет в армию страны Южного Лета, сможет ли враг заплатить за погибших? Смогут ли духовные звери так нагло наседать на их границы? Все смотрели на удрученного маркиза Божественного Ветра, который вдруг забеспокоился. Он пробормотал что-то себе под нос и смеялся. Все недоуменно переглядывались. Что случилось с маркизом Божественного Ветра? Может быть, он не выдержал и помутился рассудком. Маркиз Божественного Ветра не скоро пришел в чувство и понял, почему Чутянь был так уверен, что безмолвный правитель ему поможет.
Безмолвный правитель был в стране Южного Лета богом войны и главнокомандующим Северного фронта, где уже много лет сражался с духовными зверями. Для безмольного правителя это оружие было дороже всего. Это изобретение, которое изменит историю. Воскликнул маркиз Божественного Ветра. Когда оно пойдет в массовое производство? Не сейчас. Оболочка расплавилась и стерлась одна руна, так что нужно усилить переднюю часть. После выстрела передняя часть пистолета изменила форму. Нужно найти для нее более подходящий материал. Что касается себестоимости, то она не такая высокая, потому что производить детали можно на заводе. Вручную нужно гравировать лишь энергетические массивы, маркиза Божественного Ветра переполняло волнение. Если такое оружие пойдет в массы, это, безусловно, переломит ход битвы на севере. Если один энергетический пистолет мог высвобождать столько мощи, то что дадут 100, 1000 или даже 10 тысяч пистолетов? Если они выстрелят одновременно, то завоет даже сильнейшая армия духовных зверей. Юнь Тяньхэ полюбопытствовал, откуда взялась энергия. Из батареи. Чутянь вытащил батарею, чтобы Юнь Тяньхэ изучил ее. Энергетический массив на ней отличается от обычных массивов. Он может высвобождать огромное количество энергии. Основным материалом для энергетических батарей была кристаллическая нефть. Кристаллическая нефть была очень-очень дешевой. Чтобы создать батарею на 100 мл, нужно было примерно 40 мл кристаллической нефти. Одна небольшая шахта, сосредоточенная на добыче кристаллической нефти, могла добывать больше 100 тысяч тонн в год. Одна шахта каждый год могла дарить им по несколько десятков тысяч батарей. Стоимость оружия была невысокой, не говоря уже о том, что ценность кристаллической нефти еще никто не осознал. Даже если это вдруг случится, цена на нефть поднимется еще не скоро. Для населения она станет очень дешевым ресурсом. Основные запасы кристаллической нефти иссякнут примерно через 10 тысяч лет. Энергии было достаточно, чтобы не повышать цену. У энергетического оружия 3 преимущества. Во-первых, низкая себестоимость. Во-вторых, распространенные материалы, так что с массовым производством проблем не возникнет. В-третьих, энергетическим оружием просто пользоваться. Его смогут применять обычные люди. Это не талисманы, для которых нужна культивационная база и техники. Обычный человек, вооруженный энергетическим пистолетом, сможет одним выстрелом убить культиватора пробужденной души. Когда новое оружие выйдет в мир, оно произведет переворот. Оно полностью изменит рынок эпохи. На континенте царил хаос сражающихся царств. Безусловно, выдающееся оружие изменит континент. Мэн Цин наконец понял, что имел в виду Чутянь. Оружие действительно было в этом мире самым прибыльным. Если торговое чудо создало самое современное оружие, то сможет и обучить могущественную армию. Они смогут создать штаб-квартиру и стать независимой силой. А не так, как сейчас, когда на них влияли королевства и внешние силы. Юнь Тяньхэ спросил, какие изменения нужно внести? Во-первых, проблема с материалом. Нужно найти термостойкий материал. Во-вторых, нужно улучшить массив. Нужно ускорить накопление и сгущение энергии и повысить скорость выстрела. Это сделает оружие сильнее. В-третьих, надо улучшить батарею. Плотность энергии невелика. Батареи хватит лишь на несколько выстрелов, которых всегда недостаточно. В-четвертых, надо сделать оружие более стабильным, создав базовую технологию, остальные исследования Чутянь поручил другим. Всем не терпелось увидеть готовый продукт. «Сколько примерно времени это займет?» — спросил маркиз Божественного Ветра. «Имперский город не будет долго ждать». Чутянь ответил, «Нет, я не буду дожидаться готового продукта, так что мы отправим его в ближайшие несколько дней». Мэнин спросила, не повлияет ли это на мнение безмольного правителя. «Нет», — сказал Чутянь, перебив ее. Оружие шокирует само по себе, и даже пробный образец докажет безмольному правителю его ценность. Защитив нас, безмолвный правитель даст нам достаточно времени, чтобы завершить исследование. Если мы дадим им сразу готовый продукт, это может повлечь неприятности, потому что человеческое сердце непредсказуемо. Дело не в том, что они не доверяли безмольному правителю. Лучше было проверить, какое решение он примет. Чтобы создать ночью еще один пистолет, Чутянь применил драгоценный металл. Стоил он в 10 раз больше, чем золото, но обладал высокой температурой плавления, поэтому при выстрелах не плавился. Еще Чутянь сделал несколько журналов, которые запечатал в кристальной коробке. Он написал письмо и приготовился отправлять его в имперский город. «Доверять другим нельзя, я пойду лично». Маркиз Божественного Ветра понимал, насколько это важно. Сейчас никто в центральном государстве не мог навредить Чутяню. Его двоюродные братья лишились власти, а торговое чудо завладело любовью жителей.
В центральном штате не было никого, кто решил бы на них напасть. Но вызвался маркиз Божественного Ветра, и это оказалось лучшим вариантом. Передав все маркизу Божественного Ветра, Чутянь отдал институту новый приказ. Через 2 недели, невзирая на траты, они должны были создать готовую модель энергетического пистолета. Он отдал и другие приказы, потому что по завершению проекта нужно будет начинать производство. Энергетический пистолет нельзя было сравнивать с записывающим устройством. Его механизм был слишком сложным. Идеальным должен был быть не только механизм, но и энергетическая батарея, массив, используемые материалы и другие детали. Но Чутянь уже провел большую часть исследований. Секта Юнь была полна учеными, и несколько сотен человек, работающих сверхурочно, успеют все закончить. Энергетический массив поручили отделу энергетических массивов, который возглавлял Юнь Тяньхэ. Энергетические журналы поручили отделу энергии, который возглавляла Мэн Цин У. Устройство пистолета досталось отделу механики, которым руководила Тун Ся Юй. Менять материал было тяжело. Отдел оружия только что сформировался, и в нем было несколько знаменитых оружейников Центрального штата. Оружейники обладали глубоким пониманием металлов, поэтому нужный материал явно был им знаком. К тому же, Чутянь прикладывал все силы, чтобы отыскать ультраволновой кристалл. Для торгового чуда это был важный материал. Мэн Цин сообщила Чутяню кое-какую информацию. Поговаривали, что в центральном государстве обнаружили особый кристалл, свойства которого схожи со свойствами ультраволнового кристалла. К тому же, это случилось неподалеку от города Южного Неба. Чутянь понял, что ему надо его увидеть. Конечно же, руда не сработает, поэтому договориться с имперским городом было важно.